Тишину престижного района Ханам в Сеуле нарушил крик, когда неизвестный злоумышленник проник в частный дом младшего участника BTS Чон Куга. Инцидент, произошедший ранним утром, вызвал шок у мирового сообщества ARMY и спровоцировал беспрецедентную реакцию со стороны лейбла HYBE. Чон Кук, который только что вернулся из студии, находился дома один, когда произошло вторжение. По внутренним данным, злоумышленнику удалось обойти несколько уровней охраны, что вызвало серьезные вопросы к системе безопасности артистов HYBE. Команда экстренного реагирования компании прибыла через несколько минут. Чонгук, находящийся в состоянии шока, был доставлен в частную больницу, связанную с HYBE. Врачи подтвердили, что физических травм нет, но психологический стресс был крайне тяжелым. HYBE немедленно приостановила все мероприятия, связанные с участием Чонгука, и направила внутреннее распоряжение всем подразделениям. Новость дошла до Джина, старшего участника группы, во время его участия в закрытом военном мероприятии. Известного своей сдержанностью и защитным инстинктом, Джин немедленно покинул событие и направился прямо в штаб-квартиру HYBE. Очевидцы описали его прибытие как взрывное. Он потребовал полный аудит системы безопасности и немедленной ответственности руководства. Его гнев был направлен не только на сам инцидент, но и на эмоциональную травму, причиненную Чонгуку, человеку, которого он считал младшим братом. Тайхёнг, снимавшийся в Париже, был срочно вызван обратно. HYBE организовала частный самолет, чтобы доставить его в Сеул. По прибытии он сразу отправился в больницу к Чонгуку и остался рядом с ним всю ночь, пока не убедился, что тот стабилен. Тем временем RM, J-Hope, Suga и Чимин были проинформированы о происшествии. RM провел личный разговор с генеральным директором HYBE, требуя публичного заявления и масштабного расследования. J-Hope, находившийся в Лос-Анджелесе, отменил свои планы и подключился к юридической команде. Шуга начал тихое, но твердое продвижение реформ, касающихся защиты частной жизни знаменитостей. Чимин опубликовал загадочное сообщение в закрытом фан-приложении, намекая на боль, которую переживает вся группа. Официальное заявление HYBE появилось спустя несколько часов. Мы относимся к этому делу со всей серьезностью. Безопасность наших артистов не подлежит обсуждению. Мы добьемся справедливости всеми возможными способами. Тем временем внутри компании нарастало напряжение. Джин потребовал перестройки отдела безопасности артистов, и его голос стал самым громким в зале заседаний HYBE. Инцидент вновь поднял вопрос о хрупкости безопасности кей-поп-айдолов. Дом Чонгука, ранее символ его успеха, превратился в центр кризиса, обнаживший слабые места системы. Фанаты по всему миру начали выражать поддержку, но HYBE под давлением Джина отказалась позволить, чтобы ситуацию определяли хэштеги. Вместо этого был начат внутренний аудит под руководством самого Джина. Когда Чонгук начал медленно восстанавливаться, HYBE пригласила Джина и Тайхёна на закрытую стратегическую встречу. Цель – переосмыслить границы защиты, конфиденциальности и психологической поддержки артистов. Джин, ставший неофициальным лидером инициативы, превратился в символ перемен, которые могут изменить всю индустрию развлечений. Это больше не было просто инцидентом. Это стало борьбой за эмоциональную безопасность 7 людей, отдавших все своим фанатам, стране и миру. Во время заседания Совета HYBE Джин, все еще в военной форме, заявил: «Речь идет не только о Чонгуке. Речь идет обо всех нас. Если вы не можете защитить одного, вы не можете защитить 7». Он потребовал полного пересмотра протоколов безопасности, включая круглосуточное наблюдение, биометрический доступ и создание специализированной группы поддержки психического здоровья. Тайхён добавил: «Мы отдали вам свою молодость, свою частную жизнь, свое спокойствие. Не заставляйте нас отдавать вам нашу безопасность туже». Генеральный директор HYBE, потрясенный, согласился приостановить все публичные активности BTS. Тем временем Джин и Тайхёнг навестили Чонгука в больнице. Встреча была эмоциональной.
Чонгук, молчавший с момента инцидента, расплакался. Джин крепко сжал его руку и сказал: «Ты не один, не сейчас и не когда-либо». Тайхён тихо добавил: «Мы справимся с этим вместе». Снаружи фанаты стояли в тишине, держа свечи. Без плакатов, без песен, только молчанная поддержка. Тем временем РМ провел онлайн-встречу с Джей Хоупом, Шугой и Чимином. Они приняли общее решение. BTS войдут в молчаливый пакт, без заявлений, без соцсетей, без интервью. Не как бегство, а как протест. Протест против системы, которая не смогла защитить одного из них. Под давлением общественности Хайп начала внедрять реформы. Охрана была усилена, жилье пересмотрено, персонал переучен и, самое главное, началась новая эра протекции.